Подожди, у нас совсем нет денег? У нас есть деньги только чтобы вернуться домой. Давайте мы будем работать, а? Вон стоят мужики, идите к ним, мы работаем, все, отстаньте. Привет, меня зовут Маша. Меня зовут Арина. Мы много лет работали училками в школе и запустили свой образовательный стартап Geek Teachers. А сейчас мы решили, что на свои деньги мы будем делать ремонт школ и снимать об этом шоу. На эти деньги мы могли купить 5 квартир в Омске или Rolls-Royce. Школа сейчас выглядит так же, как и 30 лет назад. Эти же ободранные стены, ужасные ковры, в туалетах нет дверей. И вы все наверняка помните эту фразу. Скидываемся на шторы. На шторы мы, конечно, все скидывались, но вокруг ничего не менялось. Поэтому мы своими силами и силами всей школы решили сделать крутой ремонт. Ну, как в сериалах. Зачем это нужно? Учителя и ученики проводят в школе очень много времени, и если она выглядит как трэш, то это неприятно. И мы хотим, чтобы все вместе, маленькими шагами и своими силами мы меняли школу и делали ее приятным и клевым местом. В 2019 году с бывшим партнером мы уже отремонтировали 3 класса, но мы решили, что нам этого недостаточно, партнеров мы не нашли и продали квартиру. Мы запустили конкурс, выбрали 4 класса и отправились в села. А что из этого вышло, вы сможете увидеть дальше. Друзья, ставьте лайки, пишите комментарии, потому что ваша поддержка очень сильно нам поможет, даст возможность найти партнеров, выпускать наше шоу, ну и, конечно, развиваться дальше. Мы обратились к блогерам, известным ведущим, актерам, чтобы они посмотрели, как у нас выглядит кабинет до и после, и дали свою реакцию и обратную связь. Давайте посмотрим, что они сказали. Мы говорим им огромное-огромное спасибо за поддержку. Есть какие-то ребята, которые сделали движение сменка и типа ездят по школам и ремонтируют их. Была школа с такой синей нижней половиной, прямо вот такого вида, что прямо хочется плакать, и полная жизнь безнадега. Становится школа и класс, на который просто любо-дорого посмотреть. Желаю ребятам удачи, желаю отремонтировать как можно больше школ, заработать еще больше денег, чтобы какие-то школы выиграли у них право на то, чтобы они к ним приехали и сделали им ремонт. А самое прикольное, что ребята руководствуются нашим справочником по дизайну школ, который мы когда-то делали вместе с Мархи. И мы находимся в том месте, про которое знает каждый человек, который хоть раз учился в школе. Это село Можга. Посмотрите на эту надпись. Эти линейки делаются именно в том месте, в котором мы будем прокачивать школу. Село Можга, 781 человек. Если к нам подойдет Арина, то в этом селе будет 783 жителя. 2 магазина, 1 аграрная школа и 1 почти TikTok-хаус. Здесь местные дети сделали свой Чапа-хаус. Короче, друзья, мы находимся в прикольном, клевом месте, в котором нет интернета, зато есть очень много тракторов, свиней, коров и даже свой коллектив бабушек. Это Аня. Она выиграла бесплатный ремонт кабинета в школе, где она работает психологом и учится ее сын Егор. А дочь Катя пойдет в эту школу уже через 2 года. Ане не нравилось, что класс для ее детей похож на советскую больницу, где пол скрипит, а стены выглядят очень облезлыми. Она живет в селе Можга вместе с мужем Сашей и 2 детьми. А еще у них есть самодельный трактор, свое хозяйство и пес Дик. Егор, сможешь рассказать что-нибудь про родителей своих? Какие они у тебя? Рабочие. Золотыми руками. Мама матами ругает. Давайте посмотрим, как выглядит школа в селе Можга. На самом деле она очень похожа на многие российские школы. Я думаю, вы будете смотреть это видео и узнаете среди них свою. Это человек, который ждал бесплатного ремонта, но не выиграл. Ха-ха, смейтесь, шутки в комментарии, поставьте лайк, если вам понравилась эта шутка. И это холл. Смотрите, в этой школе есть фишка одна прикольная, пойдемте, я вам ее покажу. В этой школе нет актового зала, поэтому вместо сцены используется вот эта рекреация во 2-м этаже. И тут есть шторы, смотрите. Вот так встаешь, тебя не видно. И когда начинается представление, то делаешь вот так. На этом экскурсия по школе окончена. Сейчас.
Все, меня не видно, значит, она окончена. Мы находимся в школе в селе... Как называется село? Можга. Можга. Село Можга. И это ребята, которые будут учиться в этом классе. И мы сейчас будем делать вместе с ними ремонт. У нас запрос, чтобы у нас были радужные стены, чтобы у нас были пуфики, стена, где можно будет рисовать, ну и, конечно, новые столы. Ну, посмотрим, что получится через 6 дней. В этом кабинете много места и мало парт. Учатся всего 7 детей. Так что у нас огромный простор для творчества. Давайте с вами пройдемся по локациям и посмотрим, что здесь есть. Вход. Мы попадаем в кабинет, и это абсолютно классическое расположение класса. Здесь у нас слева находятся стенды, на которых висит непонятно какая информация. Справа зона, в которой дети могут мыть свои кисточки, краски, так как это началка. Здесь много ИЗО и рисования, поэтому эта зона обычно очень-очень грязная. Наша задача будет сделать очень темное покрытие для окон. И у нас есть всего лишь 6 дней, чтобы все это сделать. Конечно же, мы обновим потолок. Посмотрите на него. Он весь в дырах, он не очень красивый, он сыпется. И здесь висят не очень хорошие плафоны, то есть света в кабинете достаточно мало. Сложилась традиция, как только стали строить школы и делать первый ремонт, что можно разделить стену на 2 цвета, покрасить в белый, покрасить в синий, возможно, это имитация моря. И все начали красить вот в такие цвета. Основная проблема этого кабинета в том, что учитель просто не может ничего объяснить, потому что здесь пол не просто шатается, а он ужасно скрипит. И каждый раз, когда учитель ходит и объясняет материал, весь этот скрип, он просто заглушает речь учителя, поэтому полностью его поменяем. Так как это началка, то с недавнего времени в школу поступил запрос, что нужно организовать зону гардероба, поэтому вот этот шкаф, он выполняет 2 функции. С этой стороны здесь хранятся работы, портфолио учеников, с той стороны есть переодевалка, место для чила. Давайте посмотрим на место для чила. Чил. Пока на расслабоне, на чиле. Вот эти вешалки, Fabulous, великолепные, замечательные вешалки, тоже мы поменяем, потому что ребята нам сами сказали, что они все время путаются в вешалках и в одеждах, им нужны вешалки с их именами. Что мы и сделаем. И вот тут вот висят работы детей. Посмотрите, вот эта штука, она выглядит круто. То есть, сейчас мы ее снимем. Сейчас. Это зона для детских работ. Вот, она как бы выглядит прикольно, то есть это домик, но он висит в таком месте, где никто эти работы не видит, плюс ребятам до этой зоны не достать. Положение, эту зону сместить вот куда-нибудь сюда пониже, чтобы ребята могли в любой момент иметь доступ к этой локации. Согласны? Если согласны, пишите в комментариях «согласен». Мы живем с Ариной в Санкт-Петербурге, и приехали мы сюда, в это село Можга, из северного города, а оно находится вот в этой части, то есть достаточно далеко. И, конечно же, мы сейчас с вами отправляемся в невероятное путешествие по демонтажу класса. Ну, в общем, как-то так. Давайте пилу попробуем. Я неправильно, да, делаю? Ладно. Мы почти полностью демонтировали класс, как мы. Вся команда школьная. Мы с Ариной вообще ничего не делали. Ничего. И сейчас будем менять пол. Мы демонтировали класс. Самое время рассказать, что же здесь будет. Бюджет на класс 300 тысяч рублей. И наш дизайнер интерьера Наташа подготовила проект на эту сумму. Подобрала мебель и все материалы. Кабинет будет в серо-голубых тонах. Ну и никакой коричневой мебели, конечно же. Понадобится сделать много закупок, но главное уложиться в 6 дней и найти необходимые материалы, ведь мы находимся в маленьком селе. А удалось ли нам найти все необходимое и не потратить больше, чем 300 тысяч, смотрите далее. Давайте я вам помогу. Давайте. Вовремя, конечно. Это бруски? Это бруски, чтобы на него класть фанеру. И я вам должна денег, правильно? 650. Я пойду расплачусь. За все надо в этой жизни платить, к сожалению.
Икея в 5:30, потому что они привезли нам из Казани это все и едут в Ижевск. А почему 5:30, я понятия не имею. Ильнас спит. Здравствуйте, Ильнас. А вы откуда едете? С Казани. А вы ночью, что ли, всю ночь ехали? Да. Сейчас будем разгружаться. Ой, как холодно. Ой. Ее не будет? Я думала, жарко будет. Я еще такая, наденьте кофту. А это все, да? Не может быть, у нас там еще был пакет маленьких всяких вещей. Надо проверить. Пойдем-ка проверим. Я говорю название, ты его ищешь. А что такое Алекс? Это тумба А, от все, стола. поняла. Тумба. Это такой маленький стол. Я отвечаю за дизайн, ты отвечаешь за ремонт. Фу, ну да. Я за весь ремонт отвечаю, она за дизайн. Конечно. Так, Маш, помогай мне, пожалуйста. Я не понимаю, что ты стоишь. Халакс. У нас нет шкафа. Мы забыли шкаф! Мы забыли шкаф! Шкаф! You can't go back, that ass back. You can't go back, that ass so. За эти 5 дней нам нужно успеть сделать ремонт в селе Можга. Здесь единственная школа, и поэтому все жители этого села, родители, ученики будут приходить к нам, чтобы помогать делать ремонт. Нам нужно... Что-то надо внести туда? Да, если можно, можно вот это унести. Все будем использовать. Сейчас, давайте еще вот это дам вам. Спасибо. Давайте еще. Давайте. Так, и вот так, нормально? Нормально. Спасибо. В общем-то, примерно так и происходит работа. Я записываю видео, остальные работают, потому что здесь настоящая команда, которая готова трудиться ради того, чтобы получить крутой результат. И, конечно, нам за эти 6 дней нужно будет успеть сделать пол, сделать стены, полностью преобразовать потолок, изменить освещение, заменить шторы, поставить мебель, ну и, конечно, сделать декор. Короче, краски не хватает. Я посчитала с расходом метраж, который нужен был. Сейчас надо либо заказывать, либо колеровать здесь. В Можге искать. Хорошо, у нас сколько таких банок? Одна. Для потолка и для всей фурнитуры одна? У нас нет нужной краски, мы не можем ее доставить из Леруа, потому что в Ижевске он находится, а нам ехать до туда очень долго. Ну вот и все. Я все понимаю, вы не хотите нам помочь? Вообще-то я выиграла бесплатный ремонт, а не ремонт за счет своей рабочей силы. Вообще существует два названия Можга. Одно это город Можга, где мы сейчас находимся, а другое село, где мы делаем ремонт. Когда мы говорим, что мы поехали в Можгу, все думают, что мы приехали в город. Но есть село. И это первый кабинет. И еще 3 недели ездить с этим человеком, понимаете? Когда вы делаете ремонт, и вы думаете, что вам хватит одной банки краски, берите всегда с запасом. Вот типа мы делаем доставку издалека, специально сюда приезжаем. И вместо того, чтобы заказать 2 банки краски, заказываем одну. Да, Арина? Да, давайте синий тогда. Нам нужен синий колер. А, нет, стоп. Белый, мы делаем белые стены, да, все в порядке. Нам нужна белая краска, но не прям белоснежная, а белая. Мы можем взять интерьерную и развести в ней колер, правильно? Конечно. А еще мы можем ей же покрасить потолок. Конечно. Давайте нам таких 2 штуки. Это что? О, Господи. Понятно. Здравствуйте. Нам сказали, что у вас тут какая-то катастрофа произошла. Это что? Капец! У нас осталось 2 дня, и у нас что-то с потолком. Наш потолок, который мы пытались избавить от трещин, пошел вообще не по плану. Все пошло не по плану. Не уследила ту информацию, что шпаклевку, которую наносится очень толстым слоем, она не высыхает и она трескается. И поэтому потолок
стал еще хуже. Он был нормальный, я решила сделать его лучше, но он стал еще хуже. Все, точно все. Один к одному. Мы сейчас будем красить потолок. Конечно, не мы, а родители и учителя этого класса. Вот, и у нас вроде, да, все хорошо. Единственное, что нужно съездить опять за белой краской. В смысле опять за белой краской? А что, у нас опять краски не хватает? Ну там чуть-чуть... 4-й раз за ремонт у вас краски, между прочим, не хватает. Вы как вы считаете вообще? Голосуйте в комментариях, мы оставим этот цвет в конце или нет. И финальное слово Ани. Ура! Красим! Наконец-то нам хватило краски. Родители съездили и купили все необходимое, чтобы докрасить уже наконец и потолок, и стены, и батареи. Единственная проблема в том, что нам не хватает линолеума. А что мы с этим сделали, вы узнаете дальше. В перерывах между ремонтом жители села Можга решили устроить нам просто обалденную экскурсию и задавали нам много интересных вопросов. Скажите, На что мы тратим или нет, как откуда деньги? Да, откуда, мне вот это интересно. Заработали. Мы посмотрели местный музей, побывали в доме, где хозяйка собирает с жителей разные штуки. И нас даже пригласили на тусовку бабушек и пир, где мы вместе с ними ели домашнюю еду. Они приготовили ее специально для нас. Нас угощали вкусным чаем, мы грелись у костра, ну и, конечно, зажигательно танцевали. Давайте посмотрим, что у нас получилось в кабинете. Это почти финальная стадия. Там еще нет линолеума и мебели, но стены, пол, шторы, все готово. Давайте за мной. Смотрите, что у нас здесь есть. У нас есть небесно-голубой потолок. Можно вот так вот лечь и представить, что вы на море. Дальше. У нас есть специальная полоска. Вот эта полоска, она позволяет защитить низ стены от нападения детей, потому что они подходят и пинают обувью стену, и эта часть обычно сильно пачкается. Если вы оставляете стену белой, ей конец. Поэтому мы продумали все это. Ну и, конечно же, великолепные шторы, которые позволят сделать так, чтобы все, что учитель показывает на проекторе, на доске, было видно. Потому что до этого у нас были, ну давайте вспомним, Очень интересно. супер, правда? Наш прекрасный дизайнер Наташа удаленно работала с нами и сделала замечательный дизайн-проект, который мы сейчас будем воплощать. Это... Хочу рассказать вам про этот линолеум. Нам привезли линолеум из Казани, везли 6 часов. Ребята, у вас все получится. Чем вам помочь? Этот линолеум коммерческий. Его нет ни в Ижевске, ни в Удмуртии, нигде. Он есть только в Казани. И нам сегодня «Газель» везла его 6 часов. Теперь на нем нельзя ходить, на нем нужно просто лежать, потому что он золотой, он просто, я не знаю, лучший в мире линолеум. Ань, как линолеум тебе? Огонь. Хорошо, да, ложится? Прикинь, и теперь больше не будет скрипучего пола. Подожди, что тогда на уроках слушать? Придется слушать учителя. У нас не хватило линолеума нужного цвета, голубого, красивого, поэтому мы докупили. Его не то, что не хватило. Да ты не перебивай. Да потому что ты неправильную информацию доносишь. Продается все в рулонах, а в рулоне 23 метра. 23 метра больше нельзя в рулоне. У нас есть линолеум классный, красивый, и Арина решила сэкономить. Ничего я не хотела сэкономить. Линолеум продается по определенному метражу, там 23 метра. Все. И что? И то. Короче, у нас будет часть линолеума другого цвета. Мы пытаемся понять, в каком месте будет другой цвет, чтобы это не вылезало за зону гардероба, и чтобы это было красиво. Насколько сильно его не хватает, нам нужно по максимуму забомбить голубым.
Мы с Аней смотрим, как остальные работают и укладывают линолеум. Аня, как ты себя чувствуешь на 6-й день? На 6-й день? На 6-й день. У нас сегодня 6-й день ремонта, потому что мы в Сегодня воскресенье. 6-й день? Да, 6-й день. Такое ощущение, что вы месяц уже тут. И я месяц не сплю и не ем. Приглашайте сменку к себе. Это очень здорово. А еще мы сдружились с местными ребятами, которые предложили нам сделать флешмоб. Пригласить популярных блогеров в село Можга. Например, Настю Ивлееву или Катю Клэп. Мы придумали, что отличной штукой будет снять видео, в котором мы выложим фамилию Насти Ивлеевой из наших тел. Посмотрите, что у нас из этого получилось. А как будем выкладывать имя Ивлеева? Никла, мы стоять будем. Стоять Смотрите, будем? да, давайте я вас оставлю. Давайте на фоне. Поля. Как стоять? Друг на друга залезть. Ну смотри, буква Н, Настя Ивлеева. Один человек стоит, второй стоит рядом. Вот так руки, буква Н, все. Это Настя, буква Н. Это буква Н. Да, все. Ивлеева есть Н? Настя. И вот так ноги чуть-чуть подальше. Вот, отлично, потому что я такого не... У нас человек встанет на голову, чтобы быть восклицательным знаком. Кстати, спойлер. Настя к нам не приехала. Мы почти доделали наш ремонт, и очень скоро к нам нагрянет целая толпа детей, родителей, жителей села, которые все эти 7 дней вместе с нами делали ремонт. Каждый день. Они приходили рано с утра, уходили поздно вечером, приезжали после работы, приходили сюда вместо своей работы, и я очень хочу увидеть их реакцию, потому что еще никто из них не видел конечный результат. И как они говорят, они вообще не представляли, чего ждать. Привет! Мы идем. Всем привет! Здравствуйте! Кто будет учиться в этом классе? Поднимите руку. Я. А кто очень сильно хочет учиться в этом классе? Давайте, у кого выше рука, тут больше всех хочет в этом классе учиться. Я больше всех! Я больше! Класс! А сейчас? Лимонад будем пить. Воду. Есть торт. Или что будем пить? Водку. Класс. Давай. И вот здесь можно писать мелом. Сердечко. Можно написать, давайте что напишем? Школа напишем. Так, я забыла, как писать, ребят. Школа. Давайте прямо сейчас нарисуем свои автопортреты. Давай, бери свой рисуночек, выбирай, куда хочешь повесить. Давай, получится? Супер! Мы унесем сменка. Говорят, бывает такое выгорание педагога. Уже прямо так хотелось уйти на пенсию. Нет. Я шучу про пенсию, конечно. Вот скорее хочу на работу. Аня, какие у тебя впечатления? Какие у тебя впечатления? От самого проекта? От ремонта, что получилось? И, наверное, ожидания реальности от самого проекта. Смешанные чувства усталости и восхищения от того, что у нас получилось. От того, что вы сами это смогли сделать. Мой ребенок все сказал, просто делали хорошие руки. А как ты представляла себе, как все будет? И вот, Я до конца, если честно, вообще не понимала, что будет. Вообще не понимала. И когда я
последний момент, почти в первый день поняла, что все это делает нам самим. Я подумала, зачем я вообще во все это вписалась. Вот так вот принимайте участие в конкурсе, мы приедем, и Это вы все будете очень делать. весело, Очень весело сказала. красиво. Но если бы мы приехали и Очень сделали весело, все красиво и сами, бессонно. если мы приехали и сделали все сами, то не получилось бы понять свои возможности. Вы бы никогда не узнали, что вы на самом деле можете вообще все сделать и найти деньги. Мне кажется, вы могли бы и деньги найти сами на ремонт, и дизайн-проект Вот придумать. сейчас я думаю, что, наверное, мы можем сами. Но от Аня, новых парт не Мы вообще откажемся. умеем. От новых мебель парт мы забираем. не отказываемся. Да, потому что в селе Можга мы поменяли все, кроме парт, и нам не хватает крутых парт. Вот. А еще Аня может, кроме того, что делать ремонт, организовывать команду, она может съедать целый торт. Нормально. Ты записала? Мы закончили ремонт! И поэтому, ребята, мы предлагаем вам принять участие в конкурсе, в котором вы можете выиграть целый большой набор канцелярий. Все условия этого конкурса вы узнаете чуть позже. Как сделать в кабинете небанальные стенды, так, чтобы они хорошо смотрелись и на них можно было разместить классную, удобную информацию. Мы расскажем вам об этом в нашем DIY-ролике. Полная версия, смотрите ее, пожалуйста, вот здесь, я прикреплю ссылку. А это то, что у нас получилось. Грифельное покрытие, пробковое покрытие – это дешевые подставки под горячее. Как сделать такую композицию? Смотрите на нашем канале чуть позже. Он лопнул. Он лопнул? Тут какой-то... Мы порвали мяч! Если они сейчас начнут высыпаться, это капец. Ребята, если вдруг вы потом увидите, что начинают высыпаться шарики, это все, Арина пришла. Что нам удалось? Нам удалось изменить цвет стен. Он раньше был отстойным. Теперь у нас есть серая полоса, про которую учительница сказала, что это просто лучшее, что только может быть. Если ученики начнут ногой вот так вот бить... Все стирается? Прекрасно. Мы проверили эту стену. Мы, конечно же, изменили стенды. Если вы помните, здесь был просто полный отстой. Здесь были неинформативные стенды, с которыми ученики не могли работать. Классическая история. Для началки это совершенно неприемлемо. Ученики должны иметь возможность повесить свои работы. По плану эта штука должна была висеть вот так, но она слегка просела. Они должны иметь возможность рисовать. Памятка по безопасности всегда находится в шаговой доступности. Если ребенок захочет позвонить по телефону 112, он сможет это сделать. Дальше. Мы уменьшили количество ненужных шкафчиков, но сделали гораздо больше полочек закрытых, в которых можно хранить разные вещи. Здесь стало просторно, здесь можно переодеваться, вешать свою одежду, чилить на пуфиках, заряжать, нельзя заряжать телефон, снимать свою одежду. Вот это пробковое покрытие, сюда можно крепить объявления, расписание класса, все что угодно. Вот здесь ученики будут хранить свою сменку. А если вдруг гардероб вернется обратно в прежнее место, то здесь будет большое пространство для чтения книг. Это будет библиотека. Вспомните, какой был отстойный стол. Стул был просто весь ужасно неудобный, обшарпанный. Посмотрите, как учительница отреагировала на это все. Удобно, а попробуйте отклониться. В общем, это теперь мое любимое место. Все преобразилось. Мне кажется, этот кабинет похож на какой-то финский стиль. Да, европейский. Поэтому мы даем 5. Но еще я хотела сказать, что здесь у нас появилась раковина, где дети моют кисточки, краски рисуют. И эта стена может очень быстро заляпаться, поэтому мы покрыли ее краской, которая моется. Так что стены будут невредимы. А еще мы поменяли дверь, и она теперь не скрипит. Все. Цвет пола напоминает нам море, а цвет потолка напоминает нам небо.
Поэтому, если вы вдруг не можете позволить себе уехать в этом году в отпуск, приезжайте в село Можга, в этот кабинет, и вы практически бываете на море. Извини. Ребята, принимайте участие в нашем конкурсе. Не забывайте подписываться на канал. Вам всего лишь нужно написать в комментариях, на что вы готовы потратить сертификат. Призом в нашем конкурсе является сертификат 5000 рублей. А мы на этом удаляемся, и наше шоу «Сменка» из села Можга подошло к концу. Принимайте участие в конкурсе. Если не примете, то я расстроюсь. Всем пока!